Every time I see you and I look into your eyes, there's a feeling that I get, and it's way down deep inside, girl. I've been trying to hold on, but you say that you're not sure. I just hope you realize what my heart is going through. How long must this feeling go on? Множественные умы Ким Сак-джина. Автор «Какое какао» читает Кэт Вилд. Часть 3. В понедельник к нему снова пришел Намджун. В первые несколько сеансов он всегда приходил сам, а потом, как к Суро привыкли все остальные, давал прогуляться до офиса и им. Но сейчас это вдруг поменялось. Намджун тяжело опустился в кресло и потер уставшие глаза. «Выглядишь паршиво. Давай я попрошу для нас кофе». Ли выглянул за дверь, отдал Джихе соответствующие указания и вернулся. «Да, спасибо». Тот подпер голову рукой, и его глаза тут же начали закрываться. «Вчера украл время у Чимина и Чунгука». «Работа?» Тот медленно кивнул. «Помнишь, я говорил про дополнительную доработку на 30 часов? Дай угадаю. Они вылились во все 100? 150. Намджун хмыкнул. Потом вздохнул, возвращаясь в сидячее положение. Я так не хочу. Я и так занимаю слишком много времени. А теперь и вовсе. Ты поговорил с начальством? Да. Он согласился дать отпуск в 3 дня, когда я закончу с этим заданием. А по поводу возврата на полставки? Тоже. Но сейчас рук совсем не хватает. Один коллега на больничном, у другой ребенок болеет. Обещали потом. Он знал, как это расстраивает Намджуна, который старался выделить для каждого из своих ребят как можно больше времени, чтобы они тоже успевали пожить. У него также было целое расписание на всех. Так он стабильно выделял для Джина целый выходной, не какой-нибудь из будних вечеров. А все остальные вечера и оставшийся выходной делил поровну между другими личностями, а сам же только работал и решал текущие дела. Зашла Джихе с подносом, и они замолчали. Суро знал, что ее это всегда возмущало. Мол, почему молчите в моем присутствии, словно я мешаю? Он никак не мог подобрать слов, чтобы мягко объяснить ей, что так оно и было. Когда за девушкой закрылась дверь, Намджун спросил. «Как прошел сеанс в пятницу?» «Ты разве не видел?» Тэхён всегда делился с остальными личностями событиями, происходящими с ним. Он закрылся в какой-то момент, а потом был таким притихшим. «Лучше, чем можно было предположить», — сказал он, отвечая на вопрос. «Тэхён уже на пути к принятию утраты. Но мне нужно время поработать с ним. И еще некоторое время». Намджун покусал пухлую губу, и Сура уже знал, о чем тот сейчас спросит. «Не хочу, чтобы эта боль пришла к Джину. Это же помешает нашему плану?» «Да, пока он не готов к слиянию. Нам нужно выбрать кого-то другого». Парень тяжело вздохнул. Суро едва держался, чтобы не повторить за ним. «Кто, по твоему мнению, мог бы подойти?» Намджун вперил в него напряженный взгляд. А потом, не дожидаясь ответа, силой растер лицо. Черт! Такое чувство, что мы выбираем, кого убить». Он поднялся на ноги и стал нервно вышагивать взад-вперед. Сонливость в его жестах и словах больше не чувствовалась. Ли понаблюдал за ним несколько секунд и сказал. «Похоже, сегодняшний сеанс наш с тобой». «Ну нет, я уже достаточно набодрствовался». «Хорошо, тогда полсеанса. А потом ты уступишь место Чимину». Намджун застыл на месте,
всматриваясь в лицо психотерапевта. Словно хотел увидеть подтверждение своей внезапной догадки. Так оно и было. Суро выбрал следующей попыткой слияния Чимина. Парень без сил опустился в кресло. Боже, что мы делаем? Давай обсудим, зачем мы это делаем, начал с другого Суро. У Намджуна была мотивация, и Ли это знал. Но о ней ему часто приходилось напоминать по причине его глубокой привязанности к другим сущностям. Намджун был личностью уникальной. Он единственный в полной мере понимал природу своего существования и, что важнее, принимал ее. Вообще, самой большой ошибкой, которую совершили создатели теории расстройства идентичности, было использование термина «личность». Люди воспринимают это слово однозначно, и поэтому изначально неверно выстраивают свое представление об эго-состояниях человека с таким расстройством. Они относятся к ним, как к отдельным людям, запертым в одном теле. Но на самом деле это совершенно не так. Они не являются целостными личностями. Они всего лишь вариации одной единственной исходной личности. Они не возникли из ниоткуда. Именно сознание Сакджина создало их в те моменты своей жизни, когда его разрывало на части. И поэтому все они являлись отголосками его самого, частями его самоидентичности. Намджун знал все это. И, отбросив иллюзии собственной индивидуальности, годами штудировал литературу по данному заболеванию в поисках решения проблемы Джина и остальных. Оттуда он и понял, что лечение было одно – реинтеграция. С этим он и пришел к психотерапевту 1,5 месяца назад, понимая, что один не справится. А с другими личностями по настоянию Намджуна они своими планами не делились. Суро знакомился со всеми, кто пришел на контакт в течение месяца, чтобы понять, с чего начать слияние, и отмел интеграцию 2 личностей, найдя их достаточно разнородными. Значит, оставался другой путь, а именно слияние кого-то из них с их исходником, Джином. Его выбор пал на Тэхёна, больше всех поддающегося его терапии, и при этом по характеру местами схожего с Сакджином. «Я знаю, зачем мы это делаем», — устало сказал Намджун. «Джин заслуживает нормальной жизни». «Почему ты пришел ко мне только сейчас?» Суро задал давно интересующий его вопрос. «Я имею в виду, что ты давно понял, что может стать ключом к лечению, но за помощью обратился не сразу. Что для тебя послужило триггером?» Парень отвел взгляд, словно размышляя, говорить или нет, а потом нехотя выронил. «Девушка». Он закинул ногу на ногу, и Суро тот же отметил его закрытую позу. В начале года у нас на работе был корпоратив по случаю Нового года. У всех нормальных компаний Новый год в конце года, а у нас в начале, — хмыкнул он. Как я тебе уже говорил, наш второй франчайзи расположен в Пусане, и сотрудники их подразделения специально приехали в Сеул на общий праздник. Так вот, в их штате работает девушка-аналитик Чон Йонджи. Я сталкивался пару раз с ней на работе, но лично не знал. Как оказалось, красавица та еще. Серьезно, ей бы с такой внешностью в актера или айдола податься, и при этом умом она явно не обделена. Не каждый сможет аналитиком работать, да еще у нас. Намджун говорил быстро, словно рэп зачитывал. И Джину она понравилась. Очень. Джину? Да. Я периодически уступал ему сознание, предварительно инструктируя, что делать и говорить в разных ситуациях, или когда желательно возвращать контроль мне. Он посмотрел на него немного виновато, словно Суро осуждала его за неосторожность. Уж больно еда там вкусная была. Я знал, что Джину понравится, — сказал он с нежностью. — И что с Йонджи?
Я думаю, он в нее влюбился. В первый раз за свои 25 лет. Серьезно и по уши. Он не рассказывал о ней, озадачился Ли. Обычно Джин выбалтывала ему все, что происходило с ним за те сравнительно короткие промежутки времени, когда он был у руля. Наверное, ему все еще больно говорить об этом, — с грустью сказал Намджун. Она отказала? До этого не дошло. Он на следующий день взахлеб рассказывал нам все о Юнджи, показывал фотографии с ее странички, откопал на главном сайте компании ее достижения. В общем, пребывал в восторге от такой замечательной девушки, которая ему приглянулась. А потом все резко прекратилось, когда Чонгук высказал свое веское слово. Чонгук? Да, он был против. Она ему не понравилась. А все остальные? Остальные нормально отреагировали, задумчиво сказал Намджун. И Джин не стала оказывать ей знаков внимания только потому, что она не понравилась Чонгуку? Намджун кивнул. Ты же знаешь, что он к нам прислушивается и старается во всем добиться согласия. Что-то не сходилось. Чонгук, конечно, был личностью сильной, даже скорее упрямой. К тому же слишком ревниво относившийся к их маленькому коллективу внутри Джина. Но даже он не мог в одиночку перевалить чашу весов в другую сторону. Суро знал только одну личность, которая своим весом могла склонить эту чашу в любую из сторон. «Ты его поддержал», — безжалостно сказал он. Намджун спрятал виновато бегающие глаза, но не сдался. «Нет, я сохранил нейтралитет. Что в данной ситуации эквивалентно. Она тебе тоже не понравилась?» «Нет, хорошая девушка», — несмело пробормотал он, уже не отпираясь. Просто я не хотел». Суро изучающе смотрел на смущенного пациента и думал, что Юнги тогда все-таки был прав. Так себе из него психотерапевт. Шел уже 13-й сеанс, а он все еще умудрялся обнаруживать в личностях Джина что-то новое, хотя должен был разобраться в их природе и характерах с самого начала. Еще на первых встречах он задавался вопросом, куда делся весь этот нарциссизм, который мать Джина с упоением взращивала в нем в ранние годы. А теперь видела его, вылившимся в странную какую-то извращенную форму. Намджун его любил. Нет, не так, как остальных, по-дружески, даже скорее по-отечески, а по-другому, более остро, невыносимо и так неразрешимо. Суро даже представить себе не мог, каково любить человека, с которым связан на всю жизнь, но не иметь при этом ни малейшего шанса на личную и настоящую встречу, на физическую близость, шанса на будущее. Теперь я понимаю, почему ты пришел ко мне тогда. Мы не дадим ему жить, если оставим все как есть. А я хочу, чтобы он был счастлив, кивнул тот, трактуя его слова по-своему. Я бы хотел поговорить о твоих чувствах к нему. Намджун испуганно вздрогнул. О чем ты? О твоей привязанности. Я его альтер-эго, конечно. Я к нему привязан, пробормотал он. Привязанности другого характера. Тот замолчал, потер лоб, размышляя о чем-то, а потом все же спросил обреченно. Так заметно, да? Нет. Я только что догадался. Не стал скрывать Ли. Из наших только Хасок понял. Остальные постоянно шутят на тему, но даже не подозревают, как близко ходят. Называют нас в шутку мамой с папой. Да, Тэхён часто упоминал об этом. Влюбленность в Юнджи была неожиданностью. Я не успел себя настроить, поэтому так глупо получилось. И больно для него. Сожаление в его голосе было искренним. Да, он иррационально возревновал Джина тогда к своей коллеге,
но чувства его острый ум не туманили. Тогда непонятно другое. Когда мы в начале нашего знакомства обсуждали возможность и перспективы слияния, ты предлагал первым кандидатом себя. Я понимаю, почему. Тебе может показаться, что по отношению к другим это не совсем честно. И ты, кстати, до сих пор не разделяю твоего решения о неразглашении. Но тогда я тебе отказал. По двум причинам. Без лидирующей личности внутренний мир Джина мог бы сильно пошатнуться. И без тебя на моей стороне вернуть ему гармонию мне было бы трудно. А второе, ты слишком силен для интеграции. Но если бы ты поделился со мной тем, что открылось только сегодня, то к этим причинам прибавилось бы и третье. «Не вижу в этом никакой проблемы», — жестко сказал он и скрестил на груди руки, уходя в глухую оборону. В слиянии скорбящего Тэхёна видел? Это не одно и то же. Да. Не пытайся мы интегрировать тебя, а не Тэхёна, то вместо Джина с тоской по умершей родной бабушке получили бы Джина с неуемным прогрессирующим нарциссизмом. Ты прав. Это не одно и то же. Вся намджуновская защита тут же осыпалась. Но не потому, что Суро был таким убедительным, а потому, что сам Намджун был умен. Он и вправду не догадался до этого сам ранее. Но сейчас, когда Суро озвучил нерадужную перспективу, тот понял, насколько опасным для Джина это могло быть. Намджун мог продолжить отпираться, прикрываясь разного вида оправданиями, но не стал. А сразу принял свою неправоту. Это и было проявлением его ума, а не абстрактное трехзначное число в его IQ. Черт! Он сглотнул и прикрыл испуганные глаза. Почему я об этом не подумал? Ничего страшного. Чуть смягчил свои интонации Суро. Главное, теперь мы знаем, в каком направлении работать. Возможно, Намджун не понял, что он сейчас имел в виду под этой фразой, но Ли решил пока не разъяснять ему. То, что его любовь нужно искоренять, переводить в иное русло, для Суро было очевидно. Но для любящего человека, пусть даже столь умного, как Намджун, принять такое будет достаточно болезненно. Поэтому он решил, что будет действовать пока потихоньку, осторожно, не наседая и не форсируя события. «Хорошо, я освобожу сознание для Чимина», — сказал он отрешенно, восприняв фразу психотерапевта по-своему. Но, вопреки сказанному, даже не делал попыток уйти. Лишь смотрел безучастно перед собой, моргая раз в полминуты. Суро его не торопил. «Я знаю, что сам все это затеял», — наконец сказал Намджун. «Но каждый раз задаюсь вопросом, а правильно ли это? Это слияние, так ли оно необходимо? Зачем-то ведь мы тогда появились, зачем-то понадобились Джину. Может, мы нужны ему до сих пор. Дубита эрго когита, дубита эрго сум». Сура начал со знаменитой фразы Декарта. «Я сомневаюсь, значит, мыслю. И я мыслю, значит, существую». И через нее добирался в очередной раз подвести к теме о необходимости поделиться хотя бы с Джином их планом о слиянии, но не успел. Намджун поднял на него остекленевший взгляд и сказал: «Но ведь я не существую». Суро задохнулся всеми словами, которые хотел произнести. Намджун закрыл глаза, уходя с сеанса. Али вскочил со своего кресла и отошел к окну, чтобы Чимин, который мог появиться с секунды на секунду, не увидел его лица, с которым он был сейчас не в силах совладать. «Это плохо», — подумал он. «Это очень плохо. И я начинаю к ним привязываться». Он отдавал себе отчет, что большую симпатию питал именно к Намджуну.
Его восхищала его сила, его ум, свойственное ему одному — обаяние. Он был крайне интересной личностью, поинтереснее многих людей, которых знал Ли, и Сура порой ловил себя на мысли, что если бы наука неожиданно шагнула далеко вперед и научилась рассаживать отделившееся эго-состояние человека с расстройством идентичности, то лично он уже бежал бы впереди всех за телом для Намджуна, чтобы сделать его целостным, чтобы сделать его человеком. Смешно, что такой шедевр, как Намджун, Джин создал почти мимоходом, почти без причины. В то время его семья уже переехала из Тегу в Ульсан. Точнее сказать, сбежала. Ханёлю поступило предложение от крупной фирмы Пусана о вакантном месте, и глава семейства сразу за него ухватился. Не остановила его даже задержка с выдачей служебного жилья в самом Пусане. Компания могла пока предоставить лишь временную квартирку в Ульсане, откуда Ханёлю предполагалось добираться до рабочего места на поезде. Но старший Ким рвался из родного города, гонимый позором, который навлек на него его недостойный сын. Юнги продолжал дебоширить, отбиваясь от непрекращающихся атак всех местных мальчишек и не зная, как прервать этот замкнутый круг. Когда они приехали в Ульсан, отец первым делом провел очень долгую психологическую, тяжелую воспитательную беседу с Джином, из которой исходило: одноклассниками ему вообще больше не следует разговаривать. Отец теперь хотел, чтобы тот сосредоточился на хромающей учебе. Исакджин старался изо всех сил. Юнги в то время почти не появлялся, потому что в новой школе к Джину никто не приставал. И Ханёль вздохнул с облегчением. По крайней мере, к директору его больше не вызывали. Сайон нашла причину встать на другую сторону, и в этом случае, мол, ее мальчик от учебников совсем головы не поднимает. Но на этот раз Джин ее почти не слушал, пытаясь произвести впечатление на разочаровавшегося в нем отца. Ради этого он даже записался на Олимпиаду по математике, на которой, глядя на исписанный непонятным для него формулами листок бумаги, вдруг подумал, что было бы здорово, будь у него несравненно высокий IQ. Намджун решил его проблему. Тогда он занял первое место, по результатам далеко убежав от ближайших преследователей. И Ханёль в первый раз на памяти Джина назвал его своим наследником. За спиной послышалось движение, а значит, Чимин уже был здесь. Суро прочистил горло и, собравшись, оглянулся, чтобы поприветствовать парня. Из кресла на него смотрели холодно и даже зло. Что Суро сразу понял. Это был не Чимин. Часть 4. Сеанс 13. Вторая половина. Возвращаясь на свое место, Суро вспомнил сценарий недавнего приема. И поэтому, особо не размышляя, сразу спросил: «А Юнги?» Его пациент недобро посмотрел на него из-под лобья. «Намджун Хён вас переоценивает. Вы нас даже не различаете», — сказал он. «Чонгук», — констатировал факт Суро. «Здравствуй. Давно не виделись». Чонгук отвел взгляд. В тот первый и последний сеанс, на котором они познакомились, он вышел не по своему желанию. Намджун буквально силой вытолкнул его из подсознания. Разговор тогда не особо клеился. Чонгук не желал с ним ничем делиться, но не по той же причине, по которой держал его на расстоянии Юнги, который, несмотря на отношение остальных личностей к Ли, не исключал вероятность, что он может оказаться для них опасен. Чонгук же априори считал, что он опасен, потому что не был одним из них. Суро хотел было спросить, что привело его сегодня, если намерений продолжать общение у Чонгука явно не было, но сдержался. Это могло распалить его еще больше, а это определенно не способствует их сближению, которое было необходимо,
если Суро хотел завершить слияние успешно. Намджун сказал, что вчера ему пришлось забрать твое время, а ты совсем не выходил в свет. И что? Когда ты последний раз был в сознании? Во вторник. Он пожал плечами. Мне не жалко было отдать Намджун Хёну время. Он же ради нас старается. Зачем вы спрашиваете? Хотите нас друг против друга настроить? Теорией заговора не увлекаешься случаем? Суро даже не пытался изобразить дружелюбие, которое, честно говоря, и не испытывал. Зачем, если Чонгук в него все равно не поверит? Парень как будто бы смутился. «Извините», — неожиданно сказал он с неохотой, наконец-то проявляя хоть какую-то вежливость. Ли кивнул, принимая извинения. «Я хотел у вас спросить», — медленно начал Чонгук, избегая встречаться взглядом с ним. «По поводу прошлого сеанса». «Пятничного с Тэхёном?» «Да. Что произошло?» «А это интересно. Что конкретно тебя интересует?» «Ну...» Он замялся. Было видно, что все еще не горел желанием раскрывать психотерапевту свои мысли, но другого выхода не видел. Тэхён говорил вам о бабушке Джинхёна, а потом пропал. И я чувствовала его эмоции до какого-то момента, но затем он перестал делиться. Он никогда так не делал. Какая-то детская обида проскользнула в его голосе. Когда он снова начал делиться происходящим? Где-то через час после сеанса. На улице к нему собака привязалась. Он хотел забрать ее к нам домой. Но Хёна не разрешили. Каким он тебе в тот момент показался? Надувшимся. Уж больно собака ему понравилась. Нет, я не про это, терпеливо сказал Суро. После того, как открылся. Вроде бы таким же, как обычно, но все же другим. Чонгук задумчиво почесал нос. Не сказать, что грустным, но скорее умиротворенным. Наконец подобрал он слово, которое, на его взгляд, больше всего подходило. Все выходные таким вот был. Вот я и пришел. Он с вызовом посмотрел на Суро. Что вы ему тогда сказали? Почему тебя это интересует? Я тоже так хочу, хмурил брови. Хочу знать, что говорить в такие моменты, не то что сказать, а чтобы действительно помочь. Может, Чонгук не догадывался, но это самое личное, что он сказал Суро за все время. Его глубокая привязанность к остальным личностям была очевидна для Али с самых первых минут их знакомства. Но только сейчас он в полной мере осознал, насколько сильно душа их самой младшей сущности переживала за остальных. Это открывало для него Чонгука с новой стороны. Я ничего не говорил на самом деле. Наконец завершил выжимать из него всю интересующую его информацию Суро и поделился своей. Помнится, в начале карьеры его самого коробила эта жадная черта людей с его профессией. Ему просто нужен был слушатель. «Ну, я слушал», — вознегодовал Чонгук. «Почему же только после вас ему стало легче? Это нечестно, вы же даже чужой человек», — жестко сказал он. «Именно поэтому и помогло», — кивнул Суро, пытаясь усмирить его ревность. «Чужим людям порой легче открываться, чем своим. Вылить на них все, что чувствуешь, и забыть. И знать, что они за тебя переживать не будут так, как родные». «И что же теперь каждый раз, когда кому-то из хёнов плохо, отлавливать случайного человека на улице и заставлять их слушать?» — огрызнулся он. «Зачем же тогда семья?» «Ты прекрасно знаешь. Да, случайный человек может быть полезен в качестве беспристрастных ушей. Но обратной отдачи от него не будет никакой. Не будет любви, не будет заботы, не будет готовности сорваться в любую минуту и помочь. Я лишь стал свидетелем того, как он оттолкнулся от дна. Вам вытаскивать его наружу».
Чунгук прекратил свою обвиняющую атаку, лицо его даже смягчилось. «А как?» — спросил он и сам смутился от того, как по-детски невинно прозвучал вопрос. «Будь рядом». Суро чуть не засмеялся от своей странной в контексте расстройства идентичности фразы. «Не бойся спрашивать его, что его печалит, если ты за ним такое замечаешь. Не бойся упоминать бабушку, если вдруг зайдет тема, как-то косвенно связанная с ней. Твое неловкое молчание может только расстроить его еще больше, а ему нужно привыкать к реальности, в которой ее нет и в которой вы все 6 ее уже отпустили». Чунгук внимал его советом, чуть заметно кивая, скорее даже для себя. Полные губы Джина были приоткрыты, что придавало лицу какое-то наивное выражение. И только сейчас Суро вспомнил, что Чунгук был всего лишь 20-летним, уже по сути совершеннолетним, но таким ребенком. «Спасибо», — выдавил он из себя, когда Ли прекратил говорить. Тот был рад и этой вымученной благодарности. Теперь он верил, что наладить контакт с Чунгуком будет легче, чем он думал. И извините», — добавил он окончательно, сбивая с себя всю спесь. «Я тут вперед Чимина влез. Он что-то хотел. Освобожу, пока сеанс не закончился». Парень смущенно потер шею. «Вот. Был рад повидаться», — кивнул ему Ли. И Чунгук буквально бежал из захваченного сознания. Когда его глаза закрылись, Суро уже не мог сдерживать свою улыбку. Неважно, как Чунгук относился к нему самому, хоть и было досадно раз за разом выслушивать его обвинения. Но смотреть на то, как он заботился о других личностях, было приятно. Как смотреть на отпетого школьного хулигана, помогающего переходить дорогу старушке. Он мог бы стать тем самым человеком, которого хочется иметь на своей стороне, но которого не ненавидишь, если он твою сторону не выбирает. Джину и остальным личностям повезло, что в свое время Чунгук выбрал их. Его силы могло бы хватить на то, чтобы подавить их всех, включая лидирующего Намджуна, и самолично и навсегда захватить чужое сознание и тело. Но, к счастью, Чунгук пошел другим путем и стал им всем поддержкой и опорой, готовый защищать своих от любых внешних угроз. Он появился на свет последним, когда Джину было 16. Казалось бы, предпосылок для его рождения не было никаких. Отец Джина к тому времени уже 2 года как был покойным, а мать, уже не получая яростного сопротивления на каждое свое действие, как будто бы умерила свой пыл. Причиной же очередного расщепления стал сам Джин. В 14 лет большую часть скорби по его утрате забрал себе Тэхён, тогда как самому Сакджину остался лишь результат амбивалентности его отношения к отцу в виде гипертрофированного чувства вины. Да, все детские годы он любил и уважал Ханёля, но в то же время боялся до ужаса. Его резкого слова, неодобрительного взгляда, холодного тона. Боялся его разочаровывать. Ханёль хотел идеального сына и из года в год твердил ему: «Живи так, чтобы я мог с гордостью назвать тебя сыном». Но Джин знал, что за исключением нескольких случаев, когда его сознанием управлял Намджун, у отца не было поводов назвать его своим сыном. И после его смерти эта мысль тревожила его уже и так достаточно сильно развинченный рассудок. Он вынашивал ее 2 года. А затем его сознание прямо к началу нового учебного года и исторгло Чунгука. Личность, которая по всем параметрам могла бы подойти под образ идеального сына. Он хорошо рисовал, был лучшим в спорте, не любил проигрывать, умел вести за собой, ладил с учителями и был уважаем одноклассниками. Вот только оценивать его безупречность уже было некому. «Он вам опять всякого наговорил, да?»
Вдруг нерешительно сказал его пациент, возвращая Суро к реальности. Казалось бы, перед ним находился все тот же человек. Но какая разительная перемена! Он уже не сидел так открыто и уверенно, как секундами ранее. Говорил не так дерзко и неуважительно. А глаза? А глаза были совсем другими. Его глаза — зеркало души. То душа у Чимина была рваная. Он сам раздирал ее ненужными переживаниями и мыслями, слишком жалостливый, слишком сердобольный. Все хорошо, Чимин. Чунгук на самом деле не такой, расстроенно сказал он. Он очень добрый, может быть, непослушный, но ласковый. Просто к вам еще не привык, но обязательно полюбит вас так же, как и мы. Вот это сомневаюсь, подумал Суро, но вслух не сказал. Видя, что по какой-то причине Чимину было важно оправдать младшую личность. Не переживай, мы с ним продуктивно сегодня поговорили. Правда, до конца приема осталось лишь 30 минут. Он с искренним сожалением глянул на наручные часы. Парень не скрыл своего разочарования. Ничего, потом будет еще время. Он стрельнул в него полным надежды взглядом. Конечно. Суро ободряюще кивнул. О чем бы ты хотел поговорить? Он редко давал пациенту самому выбирать направление беседы. Но Чимин был другой статьей. Не знаю. Он смущенно улыбнулся, словно какая-то тема все же пришла в его голову. Но он постеснялся ее озвучить. А вы? Расскажи о Джинни. Давно его не видел, с ним все хорошо? О, да. Чимин быстро закивал, чтобы его ответ выглядел еще более убедительным. В субботу он отрывался на всю катушку. Неужели? Это интересно. И как именно он отрывался? Хён записался в театральный клуб. Он говорил? Скорее всего, нет. Это было только на прошлой неделе. Нет, не говорил. Это здорово. Ведь он давно хотел, но, кажется, расписание не подходило. Да, менеджеры из клуба неожиданно с апреля поменяли время. Джин Хён прыгал до потолка от счастья. Чимин нежно улыбнулся. Думаешь, у него получится добиться каких-то значимых высот? Думаю, да, протянул тот. Задатки были. Он же ходил в театральный школьный кружок вместе с Хасок Хёном еще до моего рождения. А как думаешь, у тебя бы получилось? Играть? Нет, нет. Он замахал рукой. Это совсем не мое. Хасок говорил, что ты танцуешь очень чувственно. Это совсем другое. Актерство предполагает, что ты выдаешь себя за кого-то другого, а в танце ты раскрываешь самого себя без остатка, если хочешь, чтобы тебе поверили. Чимин говорил уверенно. Было видно, что сам в это верил. Это подкупало, и Суро без задней мысли сказал. Хотел бы я в таком случае увидеть, как ты танцуешь. Чимин зарделся до такой степени, что его лицо по цвету почти слилось с бордовой обшивкой кресла. Суро поругал себя за необдуманную фразу. Если для любого другого она могла бы прозвучать, как обыкновенная вежливость, то Чимин по своей природе воспринял ее за чистую монету. Пока с его уст не сорвалось предложение осуществления желания Ли. Психотерапевт поспешил перевести тему. Намджун рассказал мне сегодня про историю с Юнджи с его работы. — А Юнджи? — переспросил еще не отошедший от комплимента Чимин. — Девушка, которая понравилась Сакджину. Я бы хотел узнать твое мнение на этот счет. — Юнджи Нуна! Ну, она красивая, умная, вежливая. И еще они обсуждали с Джин Хёном какие-то рецепты. Так что готовить она, похоже, тоже умеет. Значит, тебе она, как и Джину, понравилась? Чимин скинул на него неожиданно испуганный взгляд.
Нет, совсем нет. Суру озадачился его реакцией. Почему ты сейчас отреагировал так на мое предложение? Ну, его глаза забегали, а он сам весь сжался в кресле, что вся стать и широкие плечи Джина скрадывались его позой. Она же понравилась Сак Джин Хёну, пробормотал он в сторону. В этом нет ничего страшного, что вам могут нравиться одни люди, пытаясь успокоить Чимина. На самом деле это вполне объяснимо и нормально для множественных личностей. Более того, я бы даже сказал, что это необходимо, потому что однажды человеку с вашей особенностью придется раскрыться мужчине или женщине, которым он питает нежные чувства. И важно, чтобы все личности были к нему благосклонны. Согласись, не очень приятно, когда в один момент тебе говорят слова любви, а в другой пытаются выставить за дверь. Он говорил, наблюдая за поникшими плечами парня напротив, который с каждым предложением почему-то расстраивался все больше и больше. И поняв, что речь дает обратный от запланированного эффект, замолчал. Пока он раздумывал над возможными причинами, Чимин спросил. Мы обязательно должны влюбляться в одного с Джин Хёном человека. Тоска в его голосе расставила все точки над «и». Конечно, нет. Ласково улыбнулся Суро. Вы мыслите по-разному, и поэтому интересы у вас могут быть разными. Но в то же время нужно помнить, что вы все являетесь осколками одного целого. Помнишь? Мы уже обсуждали это с тобой. Поэтому, если ты питаешь к кому-то симпатию, то не бойся поделиться этим с остальными, особенно с Джином. Есть большая вероятность, что он разделит твои чувства. Чимин вяло кивнул. Весь остаток сеанса он пытался растормошить апатичного и столь непривычного Чимина, безуспешно стараясь копнуть глубже. Но тот как будто закрылся. Прерваться пришлось лишь тогда, когда Джихе тактично позвонила ему на стационарный телефон, оповещая о том, что пришел следующий клиент. И Суро понял, что уже прошел не только весь отведенный Джином прием, но и его 20-минутный перерыв между пациентами. Чимин этому был даже как будто рад. Он быстро попрощался и поспешил вон из офиса, оставляя Суро с очередной пациенткой с аэрофобией и тянущим чувством необъяснимого беспокойства. I know all about the hurt and the problems in the past. I know why you're scared of love, 'cause you think it just won't last long. Well, I'm here to tell you what I'm saying is all true. There ain't nobody else in life that can take the place of you. How long must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long must this feeling go on? Waiting for the night, waiting for the right time to run. Why can't we just run away? Oh, run. A place where we can be alone and nobody finds us. Run. Can we both just run away? Oh, run. Girl, I can't wait to have you. Must this feeling go on? How long must I stand the pain? And how long
must this feeling go on, waiting for the night, waiting for the right time to come, to come.